Санкции больно ударили по предприятию кошелька Лукашенко Алексея Алексина табачной фабрики «Неман». Об этом заявил председатель концерна «Белгоспищепрома» в интервью провластному телевидению. По словам Анатолия Бубина, ранее фабрика работала в основном на импортном сырье, которое поставлялось из Европы. Однако после введения санкций табачному производителю пришлось срочно переориентироваться на альтернативные рынки поставок. В частности, некоторые материалы для изготовления сигарет планируется закупать в Китае. Будут ли они равноценны по качеству европейским, чиновник не уточнил. По факту уже приобретенного в Европе товара для производства табачной продукции хватит только на ближайшие несколько месяцев. Вместе с тем, после введения мер, направленных против бесчеловечной политики режима, у завода с продукцией, которого, как рекомендует Минздрав, лучше дел вообще не иметь, возникли проблемы по всем фронтам. В том числе и с проведением банковских переводов. Однако они решаемы, если верить представителю Белгоспищепрома. Опять же, каким образом это происходит, не уточняется. Не исключено, что для обхода санкций приходится задействовать фирмы прокладки, как это происходит в случае с реализацией продукции Белшины в Литве. Напомним, что гродненская фабрика «Неман» этим летом попала под американские санкции. Аналогичная ситуация с Беларусь-Калием. Список запрещенной продукции предприятия не был конкретизирован. А это значит, что запрет на работу с заводом касается всего, что он производит. Таким образом, кошелек диктатора получил большую брешь, восполнить которую будет непросто, ведь все ближайшие спонсоры нелегитимного оказались в таком же положении. В Гродно на собрании в Центр изучения польского языка внезапно заявились силовики. Причиной тому стало анонимное сообщение некоего пламенного сторонника нелегитимного о том, что педагоги якобы проводят несанкционированное массовое мероприятие. У всех участников встречи переписали личные данные и отпустили, подчеркнув, что если в ходе разбирательства мероприятия педагогов признают незаконным, их будут судить. Таким образом, Беларусь становится все ближе к нацистской Германии. Польские учителя вызывают подозрения у представителей незаконной власти одним только происхождением, сильной национальной самоидентификацией и крепкой связью со свободной страной западного мира. Теперь в нашей стране этого достаточно, чтобы стать неблагонадежным. Стоит отметить, что польское национальное меньшинство – одна из наиболее преследуемых в Беларуси национальных групп. После заключения и пыток из страны вынуждены были выехать представительницы неподконтрольного Лукашенко Союза поляков Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Председатель Союза поляков Анжелика Борис и независимый журналист польского происхождения Анджей Почобут выезжать из страны отказались и по-прежнему находятся в застенках по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной вражды. Анджей Почобут в заключении тяжело переболел коронавирусом, а Анна Панишева после тюрьмы может передвигаться только на костылях. Студенты из Гродненского государственного университета, которые должны были отправиться по программе «Эразмус» на учебу в иностранные вузы, несколько дней назад с удивлением узнали, что никуда не поедут. Официальная причина – эпидемиологическая ситуация в странах Европы. Проще говоря, коронавирус, который для белорусского режима как суслик. Ты его не видишь, а он есть. Или наоборот. В зависимости от хотелок тех, кто возомнил себя властью. Самое обидное для студентов – об отмене поездок им сообщили за несколько недель до выезда, когда у них уже были куплены билеты и страховки. На вопросы о том, кто будет возмещать потраченные деньги, чиновники университета отвечают невнятно и занимаются своим любимым занятием – ведомственным футболом, отправляя учащихся из кабинета в кабинет. Интересно, какова реальная причина отмены программы обмена, ведь не исключено, что идеологов охватил страх, что студенты увидят жизнь в свободных странах и не захотят возвращаться в протекающий хрустальный сосуд стабильности. Польские активисты недовольны решением властей построить на границе с Беларусью ограждение из колючей проволоки. Группа из 13 человек, среди которых один гражданин Нидерландов, попыталась повредить забор, чтобы открыть проход для мигрантов. Свой поступок они объяснили несогласием с политикой польских властей, которые вместо того, чтобы помочь убегающим от преследования людям, используют против них военных с оружием и колючую проволоку, которая уже стала символом новой Польши. В ответ на это в МВД страны обвинили активистов в поддержании гибридной войны Лукашенко и заявили, что против них будет возбуждено уголовное дело. А тем временем проникновение нелегальных мигрантов в соседние с Беларусью страны ЕС становится все более невозможным, так как всех мигрантов просто разворачивают обратно в Беларусь. В ответ на это Лукашенко обвиняет Вильнюс, Варшаву и Ригу в жестоком обращении с нелегалами. При этом сам обратно в страну мигрантов уже не впускает, и те вынуждены жить под открытым небом в ожидании хоть какой-либо помощи.
Сборная Беларуси по хоккею проиграла словакам и осталась без Олимпиады в Пекине, которая запланирована на 2022 год. Третий матч олимпийской квалификации кончился со счетом 1-2 не в пользу команды Лукашенко. Более того, после финального сигнала белорусские спортсмены попытались подраться с соперниками, а в конце матча и вовсе отказались пожать им руки, что вызвало негативную реакцию болельщиков, которые свистали хоккеистов. Это не первое поражение команды нелегитимного. Ранее, после проигрыша польской команде, Лукашенко сильно раскритиковал белорусскую сборную, заявив, что в стране есть физкультура, а вот большого спорта нет. А вот глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, наоборот, поблагодарил спортсменов за напористость и возможность поверить в то, что у белорусского хоккея есть будущее. О каком будущем говорил убийца Романа Бондаренко, пока непонятно. Вполне возможно, что в ближайшее время в белорусском хоккее произойдут новые назначения. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. В описании к нему вы также найдете ссылку для донатов. Берегите себя и живи Беларусь!